Эрик Эш, более известный как Баттербин, в профи-боксе провел 91 поединок, 77 выиграл, при этом 58 нокаутом, и многие из них вы могли видеть в моих прошлых двух выпусках, посвященных Эрику. Но Баттербин был слишком харизматичен и популярен, чтобы останавливаться только на боксе, и в 2003 году он провел свои первые поединки как в ММА, так и в кикбоксинге. Как вы уже догадались, в этом видео пойдет речь о боях Эрика за пределами боксерского ринга, и таковых у Баттербина хватало. Его рекорд в ММА составлял 17 побед и 10 поражений, а в кике 3 победы и 4 поражения. Первый бой, на котором мы остановимся, это встреча двух чемпионов Зары за объединение поясов, Эрика Эша и Джонни Ноксвилла. Этот матч прошел в каком-то магазине, и судя по восторженным зрителям, они не ожидали такого яркого и драматичного перформанса. Give me one, so there you go. Butterbean okay? После того, как Баттер нокаутировал Джонни и стал новым чемпионом Зары, он схлестнулся со зверем Бобе Сапе по правилам сумо. Но Боб был просто невероятен в этой битве и одержал победу уже на первых секундах сражения, а после боя Баттер пообещал нокаутировать Сапа по правилам К1, но, к сожалению, этот бой не состоялся. Теперь же переходим к реальным боям и переносимся на турнир К1 в 2003. Баттербину наскучило крушить мешков и новичков в боксе, и он решил проверить себя на полях К1, а его экзаменатором стал Бум-Бум Мару. Звучит как какое-то заклинание, но это было всего лишь прозвище японского бойца Юсуки Фуджимото. Начало встречи, и Фуджимото ожидаемо работает ногами с дистанции, пытаясь вырубить Баттера хедкиками. Эрик припугнул Бум-Бум Мару, а затем поджал этого ниндзю к канатам и успокоил серию ударов, поностальгировав по временам, когда в боксе глушил перекачанных амбалов. Вот таким получился дебют Баттербина на чужой территории, но впереди его ждало испытание куда посерьезней. Победив японца, Баттербин получил шанс выйти против легенды кикбоксинга Эрнеста Хуста, но в кругу Эрика нашлись здравые люди, которые объяснили нашему большому другу, что в боксе еще полно мешков и ветеранов, которых можно избить, а мертвым этого не сделать. Вот так Баттербин отказался от боя с Хустом, но не побоялся выйти против ныне покойного Майка Бернардо. В первом раунде Майк пробивал жесткие кики и не позволял Баттербину сократить дистанцию, понимая, что динамит в руках соперника никуда не делся. Хотя Эрик несколько раз исконтрил лоу-кики Бернарда, но ему это не особо помогло, и к концу первого раунда его ноги были просто разбиты. Начало второго отрезка и жестокие лоу-кики вновь вонзаются в бедрышки Баттербина, а затем финальная точка от Майка. Убойным хедкиком Бернардо срубает Эрика, после чего Баттербин приходит в себя и принимает поражение, понимая, что если он встанет, то непременно потом все равно ляжет. Второй раунд и победа Бернардо нокаутом. В кикбоксинге у Эрика не особо задалось, и Майк Бернардо наглядно показал почему. Из следующих 4 поединков Эрик выиграл только один решением судьи Маркуса Ройстера, и как мы видим, даже Майк Тайсон от души топит за Баттербина, легенда признает другую легенду. А в своем последнем поединке в 2009 году Эрик, поднабравший я даже не знаю сколько сотен килограмм, вышел против корейца Мунбо Лама и показал, что даже в такой форме он способен уничтожать. Кореец с самого начала раунда ожидаемо начал сушить ноги нашему герою лоу-киками, но вскоре Баттербин его настиг и сурово проучил. Это был прямой нокаут, после которого кореец довольно долго приходил в себя, а у Баттера появилась еще пара фанаток, которые были просто поражены его нокаутом и бешеной харизмой. После того, как мы вспомнили самые яркие моменты Эрика в кикбоксинге, переходим к ММА, где все было куда ярче и жестче. Первый бой, на котором мы остановимся, это выезд Эрика на Гавайи на турнир Rumble in the Rock. Это была встреча с местным бойцом Уэсли Корей,
При этом организаторы настолько сильно хотели видеть Эрика в своих стенах, что подготовили для него специальные правила, по которым, если поединок и переходил в партер, то только на 15 секунд, после чего рефери поднимал бойцов на ноги. Уэс начал активнее, он пробивал лоу-кики и боязливые джебы, которые не долетали до цели, а Эрик не тратил энергию попусту и выцеливал голову соперника, чтобы углушенуть его одним ударом. Эрик через лоу-кик сокращает дистанцию и налетает на соперника со своей могучей мельницей, после чего Уэс проводит тейкдаун и начинается серия успеть за 15 секунд. Именно столько было у Уэса, чтобы прибить Баттербина. Эрик вкладывает всю свою широкую душу в эти оверхенды, но никак не может финишировать Корею, который в ответ кромсает Эрика тяжеленными локтями у сетки, чувствуя себя гавайским Джоном Джонсом для бедных. Во втором раунде начался баттер-тайм. Эрик пробил двойку и устроил жесткий размен у сетки. Уэс просто валился с ног от усталости и не мог даже стоять, а Эрик при поддержке гавайских болельщиков до самого окончания раунда мучил соперника у сетки. Но, к сожалению, в одном из эпизодов Уэс сломал руку и не смог выйти на третий раунд. Таким образом, Баттербин выиграл эту непростую схватку, а спустя 2 года состоялся реванш, но по правилам К1. Теперь переносимся в 2006 на поединок Эрика против Аарона Агилеры по прозвищу Зодиак, который никакого отношения к Кристине Агилере не имел. Он являлся рестлером, который заявил, что справится с Баттербином по правилам ММА, и даже не постеснялся приписать себе рекорд 12-1, хотя это был его первый и единственный поединок. Агилера, который рассказывал про свой тайский бокс, пытается пробить что-то похожее на фронт-кик, но нарывается на бомбу от Баттербина и спасается в партере. Он начинает избивать Эрика, но в тот же момент рефери ведет счет и поднимает бойцов, видимо бой по каким-то своим особым правилам. Концовка раунда была немного странная, и в клетке происходило что-то непонятное, но очень интересное. В начале второго раунда Баттербин хорошенько разрядился силовым джебом и парочкой смачных оверхендов, после чего поединок перешел в партер, но рефери вскоре также поднял бойцов на ноги. Просто безумный спрол от Эрика, и Аарону не позавидуешь. Баттербин седлает рестлера, пытаясь провести баттерчоук, то есть просто раздавить бедолагу. А затем Эрик, как настоящий джитсер, начинает проводить удушающий прием, но Аарон не ждет его окончания и стучит в знак сдачи. Таким образом, Эрик выиграл бой, и это стала уже его 4-я победа при одном поражении и одной ничьей. Вот такой человек будет показывать нам сегодня свое искусство. Зовут этого человека Баттербин. К 2006 году Баттербин уже выиграл 6 боев в ММА, при этом 3 сабмишена. Поверив в себя, Эрик захотел зарубиться с Марком Хантом, но люди из комиссии штата Невада, наверное, были поклонниками Эрика и желали ему только добра, потому они не разрешили проведение такого поединка, сославшись на большую разницу в классе. Тогда японцы подвезли нашему герою на убой любимого клиента, про-рестлера, который тоже пытался сражаться в К1 и ММА и даже выиграл пару боев, его имя Шон О'Хейр. И этим вечером его задача была не повторить судьбу Аарона Агилеры. Готов? Вперед! Итак, бой начался. И сразу... Шон неплохо начал, но вместо того, чтобы с дистанции обстреливать Баттербина, как это уже проделывали другие его соперники, решил стать камикадзе. Эрик не отказался от такого подарка и от души накидал Шону, прикончив того уже на 30-й секунде первого раунда. Еще одна победа Эрика и приятный визит в Японию, а его следующее возвращение в Прайд стало настоящим столкновением титанов. Следующей остановкой Баттербина стала организация Cage Rage и его поединок против колосса Джеймса Томпсона, который уже давно приучил зрителей, что если он и выходит на поединок, то непременно будет нокаут, и не факт, что его оппонента, так как геймплан и Томпсон были как две параллельные прямые, которые в принципе не могут пересечься. Skies, actually. He's probably going to use his left jab a lot.
And I think that there it is. There you go. There it is. Oh, that's about it. I mean, that's about it. Быстрый финиш от Баттербина, который устранил Колосса на 43-й секунде раунда. Хотя если внимательно посмотреть повтор, по-моему, попадания-то и не было, после которого Колосс упал. Вот настолько Эрик был крут, что нокаутировал соперников даже в таких ситуациях, и это было еще одно подтверждение, что бесконтактный стиль все-таки работает. Ну и напоследок, 2007 год и поединок, ради которого мы все сегодня и собрались. Баттербин против Зулузиньо. На ринге почти полтонны живого веса, каждый из бойцов весит по 200 килограмм, но Зулу смотрится в 1,5 раза больше нашего Баттербина. Супер заруба в начале встречи, и Зулу, понимая, что не вывозит, клинчует, а затем проводит тейкдаун. Попытка провести баттерчоук от Эрика, но Зулу такой прием не проходит. Эрик работает сверху и пытается сделать из Зулу большую отбивную, но затем нежданчиком хватает руку и проводит американу. Так что Зулузиньо ничего не оставалось, кроме как сдаться и проиграть в этой эпичной схватке двух великанов. Кстати говоря, до этого Зулу проигрывал только Федору и Ногейри, а теперь в этом списке появился мастер джиу-джитсу Баттербин. И за свою карьеру Эрик одержал целых 10 побед с сабмишеном. Вот так сложилась карьера Эрика за пределами боксерского ринга, и возможно я бы показал еще больше поединков, но многие его бои я просто не нашел, а некоторые уже показывал в других своих видео, в обзоре карьеры Генки Суда и в ролике про Минова Мэна, который оставлю в описании. Помимо спортивной карьеры, Баттербин имеет свой ресторанчик, который он назвал Мистер Бин, а слава и деньги не сгубили, а только помогли Эрику стать хорошим человеком, так как он регулярно занимался и возможно занимается благотворительностью. Но у меня на сегодня все, друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также приглашаю вас в мой инстаграм, в котором я рассказываю про всех чемпионов UFC по порядку. Плюс ко всему, именно там я делюсь анонсами о предстоящих видео. Но еще есть рубрика нокауты и сабмишены, которые я тоже там публикую. Так что переходите и подписывайтесь, ссылка будет в описании.